Привет, ребята. Ну что, мое приключение вроде бы как начинается. Я тут все организовал уже, взял свои старые сумки. Пришлось отложить на целый день поездку, потому что я сдавал мотоцикл в сервисный центр, чтобы все проверили. Вот. И еще сегодня, я думал, я сегодня рано утром выеду. Но вот уже сколько у нас там? 12:30 дня. И я только выезжаю, потому что нужно было, в общем, заехать в визовый центр, подготовить документы для визы в Японию. Вот. Но сегодня, как и планировалось, в принципе, день довольно такой лайтовый должен быть, где-то 260 километров проехать надо. Думаю, все это проеду засветло, вот, то есть без напрягов должно быть. Главное выбраться из города и уже настроиться на поездку. Вот, в этот раз для экшн камеры я придумал такую штуку, не знаю, посмотрим, как она будет работать. В целом такой вид сзади, как вариация еще, может быть, будет. Сейчас вот проеду по своему поселку, посмотрю, как оно записывает. А там дальше уже решу, буду я это делать или нет. Наверное, все-таки по каким-то извилистым дорогам должно быть интереснее, чем я буду снимать напрямую с моего шлема. Ну, ладно, там посмотрим. В общем, ни пуха, ни пера. Поехали. Должен отметить, что идея расположить экшн-камеру на отдельном штативе была не самая плохая затея, но все же не лишенная недостатков. Первый — это то, что моя голова постоянно шатается в кадре. Второй недостаток — для того, чтобы включить и выключить камеру, нужно к ней повернуться и нажать на кнопку. На движущемся мотоцикле это не самая простая затея, хотя она тоже решаемая, если управлять камерой с телефона. Но тогда в этом случае она должна быть постоянно включена, и это приведет к быстрому расходу батареи. Поэтому я снова перенес камеру на шлем, чтобы можно было ей легко управлять. Но для каких-то отдельных моментов я все же планирую использовать и новый ракурс. Ну а к тому времени я взял направление из города и набираю обороты. Честно сказать, вот выезжаю я из Бангкока, там продвигаюсь потихонечку в его пригороде, и особо ничего интересного по сторонам нет, оттого и записывать никакого желания нет. Просто какая-то дорога, какие-то здания, изредка, правда, встречаются приятные виды рисовых полей, но ничего такого, на чем бы хотелось зацепиться взгляду, не было. Кстати, это мое первое такое сольное путешествие. Я был безмерно рад тому, что купил вот этот вот держатель Quadlock для своего мотоцикла. И теперь у меня всегда перед глазами карта, и я уверен, что ничего не случится с моим телефоном. Камера не пострадает от каких-то вибраций. Даже вот сейчас на видео видно, насколько его, ну так, нежно потряхивает. Если бы этого крепления не было, его бы трясло нещадно. Ну и плюс то, что сам телефон постоянно находится на зарядке, очень удобно. Ну а я тем временем подъезжаю к заправке, чтобы немножко размяться и пополнить бак топливом. Савади краб. 90 คาเต็มจังครับ เต็มถังนะครับ ใช่ แค่เดินจากช่องล่างที่ผมแก้เดินตามไปเจอพี่พรกำลัง Так, ну что, первая остановочка. Уехал я не особо далеко. Сейчас посмотрю, сколько там я проехал. 55, ну где-то 60, в общем, 60 километров. Но надо было заправиться. Бак был не особо полный, практически пустой. Вот заехал на заправку. Еще забыл купить воды, взял заодно водичку попить. Ну и опять же, я же вот только-только, получается, после сервисного центра решил остановиться, посмотреть, есть ли у меня там масло, как у меня вообще по состоянию мотоцикл. Масло есть. Я больше всего боюсь, что оно вытечет. У нас был случай там с ребятами, что вытекло у него масло и все, тормознуло.
А после сервисного центра они, конечно, говорят, там все проверили и так далее. Но в такой момент все равно есть человеческий фактор, что что-нибудь забудут. И вот там вот вдалеке на заправке есть подкачка баллонов, надо подъехать. Хотя я смотрю, вот они у меня довольно в хорошем накачанном состоянии. Может быть, на следующей заправке проверю, потому что там что-то 2 дальнобойщики остановились, у них там колес куча, в общем, они там накачивают уже минут 5 точно. В общем, поеду дальше. Осталось у меня по времени там 2,5 часа ехать. Так что потихонечку. В основном где-то по спидометру 95 получается скорость. Но вот сейчас трасса вообще прямая и очень мало машин. Я под спидометру где-то 110 разгоняюсь. Вот, сильно не спешу. Просто чтобы комфортно было ехать. Комфортно ехать быстро, еду быстро. Комфортно ехать помедленнее, еду медленно. В общем, не спешу. На связи. Выезжаю с заправочной станции, заправил полный бак и продолжаю запланированный маршрут. Кстати говоря, можно заметить, что зелени вокруг становится все больше и больше. И даже сама флора выглядит сочнее и ярче. Это связано не только с тем, что я отъехал уже приличное расстояние от мегаполиса, но и с тем, что в провинции Канчанабури довольно много рек и водоемов, а также большое водохранилище, благодаря которым растения не испытывают нехватки воды и пышно растут. В общем, ребята, решил я остановиться вот под таким деревом, потому что было довольно пасмурно и бывало там чуть-чуть что-то подкрапывало, немножко дождя. Но вот с той стороны, куда я еду, там прямо дождевые тучи, и вот сейчас на самом деле идет такой дождь мелкий, под этим деревом не сильно ощущается, и я решил одеть дождевую одежду. У меня есть штаны специальные и куртка специальная. И со спокойной душой поеду. Кстати говоря, сегодня довольно прохладно. И вот ощущается небольшой холодок. Как раз компенсирует и вот эту вот прохладу тоже. Так что переодеваюсь и еду дальше. Куртку буду одевать прямо поверх рюкзака, чтобы не мочило. Нет, хотя в этот раз в рюкзаке очень много всего, не получится. Заметнее буду на дороге. Так. Как часто бывает, после того, как я оденусь, дождь куда-то уходит. Ладно, теплее будет. Декатлоне купил для велосипедистов. Вот для мотоциклистов тоже подойдет. Все, одеваю шлем и поехали. Уже совсем вплотную пододвинулся к провинции Канчанабури. Немного пришлось проехать по магистрали, но все же стараюсь ехать второстепенными дорогами. Тут и скорость потока пониже, и посмотреть по сторонам есть что. Многие дороги ремонтировались, оттого было совсем не разогнаться, но если честно, меня это совершенно не расстраивало, так как цель была не быстро добраться из точки А в точку Б, а просто занять свое время в одиночном движении на мотоцикле.
Пейзаж понемногу начал сменяться с равнины на небольшие холмы, и уже через некоторое время я полностью заехал в холмистую местность с дорогой, пролегающей вдоль русла реки по левое плечо от меня. Это самые приятные маршруты в путешествии. Река дает прохладу. Дорога извивается то вправо, то влево, пытаясь как бы угодить и изгибу реки, и горам, которые постоянно ей чинят препятствия. Мотоцикл при этом приятно шуршит мотором, двигаясь немного в натяг из-за небольшого подъема в гору. На мой взгляд, это идеальная картинка, которой можно наслаждаться бесконечно. Хочу вам напомнить, если вдруг вы решите повторить мой маршрут, что я еду в ноябре месяце. В Таиланде в это время только закончился сезон дождей, но кое-где их еще можно застать. От этого и растительность такая пышная и красивая, и реки полны воды. В другие сезоны все может выглядеть кардинально по-другому, и иногда даже опасно. Даже в моем случае пришлось изменить немного маршрут моего движения из-за затопленных дорог, которые так и помечались на навигаторе как затопленные. Саудикраб. В общем, ребята, добрался я до своего первого пункта назначения. Так, расскажу, что здесь планировалось. Тут много нюансов, короче говоря. Я планировал заехать на водопад, в общем. И я подъезжаю уже... Сколько тут уже у нас? 4:20, короче говоря. Я подъезжаю, и они говорят, блин, вообще мы закрываемся в 3:50. Потому что там до водопада нужно еще пешком идти где-то с полкилометра до ближайшего как бы каскада. А там их 7 штук, до дальнего там вообще 1,5 километра. В общем, много ходить, поэтому они пораньше закрываются. Вот. И я такой, ну, типа, что, ничего не поделаешь. Ладно, говорю, пойду, в общем, я завтра к вам с утра приду. Они в 8 утра начинают работать. Вот. И я, короче, им говорю такой, ладно, завтра с утра приду. И он мне говорит, ну, вообще, говорит, у нас, в принципе, здесь можно остановиться на ночлег в кемпинге. Я такой, о, отлично, я говорю, с собой как раз взял спальный мешок, типа, они такие, ну вот, типа, зашибись, а палатку у нас, говорит, можно арендовать. Я такой, ну все, отлично, в общем. И я сейчас, получается, могу здесь переночевать, вот, а завтра с утра пораньше, и мне уже не нужно платить там за всякие входы, там, я просто с утра пораньше просыпаюсь, умываюсь и иду на все эти водопады. И он говорит, блин, ты, кстати, говорит, ты везунчик, скорее всего, ты там будешь один. Вот, то есть там я везде пройдусь, уже поинтересовался, можно ли там купаться. Он говорит, да, можно купаться. Я такой, ну все, отлично, в общем, еще и искупаться можно будет. Вот, и, в общем, план такой, уже сегодня и погода такая, как бы пасмурная, и уже такое ощущение, что как бы начинает темнеть. Не знаю, как здесь, в Бангкоке, там где-то в 5:30 уже, в общем, темно. Вот такие планы. Ну и дальше завтра уже по маршруту следующего дня. Так что у меня вроде бы время выравнивается. Я уже немножко там поосвоился, поездил. Сейчас посмотрю, что, ну, как бы мотоцикл поставлю уже, когда на прикол. Посмотрю, в каком он состоянии, все ли там в порядке. Что-то я вот, короче, переживаю за этот ремень. Я с собой взял звездочки и цепь взял. Такой думаю, бля, если что где-нибудь сломается, хрен мне где что отремонтируют, короче, этот ремень. И я с собой взял вот набор, который снял звездочек и цепь, я взял с собой. На всякий случай. Много места не заняло, а зато душа спокойная. Теперь уже в любом месте, если у меня что-то с ремнем пойдет не так, я в любом месте, в любом сервисе там отремонтирую, даже сам отремонтирую, дайте только инструменты. Фу, вроде бы рассказал, выговорился, немножко подустал, но в целом как бы состояние нормальное. 3,5 часа я проехал. Настроение пока зашибись. Ну, погода повезло. Посмотрите, сегодня до градусов 27. 27 градусов в Таиланде, это мороз практически. Ну, прохладно, короче говоря. Я вот в эту погоду еду. Немножко крапал дождичек, 3 раза он крапал. 2 раза я даже не одевал ничего, а на 3-й раз я одел, в общем, всю защиту, но и зря. Я чуть-чуть проехал, и он как бы кончился. Я потом как в защите РХБЗ, в общем, ехал. Вот. Все, высказал. Сейчас немножко отдыхаем. Наверное, заеду в магазин, что-нибудь куплю покушать. Они говорят, вообще здесь у них тут еще ресторан что-то есть, готовят.
Может быть, у них там покушаю. Ну и все, и буду обустраивать быт и останавливаться на ночлег. Немножко притомился, схожу в душ. Ну, в общем, все покажу, что смогу. Давайте на связи. Забыл еще одну вещь сказать. Пока ехал, вот как только начал вот к этой части водохранилища подъезжать, во-первых, тут такая началась бурная, вот такая вот какая-то густая зелень, причем она немножко другая. И запах у нее такой, ну, наверное, вот в сегодняшнем сезоне такая. Запах, короче, цветущей рябины. Он такой, знаете, немножко такой сильный, неприятный, может быть, для кого-то. Но мне, в общем, он ностальгию такую пробудил. Короче говоря, очень тут клевый запах, чистый воздух такой, прям насыщен всякими вот этими вот запахами деревни, трав, каких-то деревьев, вообще в целом растений разных. Короче говоря, мне очень понравилось. Я в этом всем буду спать еще вдобавок. Ну и, соответственно, погода супер. Думаю, кайфанул, короче, я. И ведь я же еду, сегодня что у нас, вторник, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, сегодня вторник, ну, соответственно, я еду в будни, тут вообще нет никого, людей. То есть туристы все приезжают на выходные, потому что это в основном местные, тайцы. Вот, так что я тут буду кайфовать в тишине, птички поют немножечко, в общем, кайф. Надеюсь, я никого тут не... Is it right? No? Room light, charge, battery, 24 hours. Ага, там можно зарядить все, что нужно. Tomorrow you go walking waterfall, toilet. That way. Yeah, open 8 a.m. 400 meter, one step. Okay. Yeah, big around 2 kilometer. I can. В общем, сказали 2 километра до большого водопада и полкилометра до маленького. Короче, вот эти заняты на возвышенности, а вот те, которые внизу, там можно выбрать. Блин, такая красота! Я не знаю, моя камера передает это все или нет. В общем, стараюсь не шуметь сильно, потому что тут есть постояльцы, тоже вон, некоторые заняты, чилят на гамачке там. Короче, я пошел смотреть. Сначала, в общем, ну, по сути, тут все одинаковые. Какой из них лучше, какой хуже, я думаю, разницы большой нет. Да тут можно, блин, на целый день еще сверху задержаться. Такая красота. У них есть сапы тут. Очень круто. Спокойно еще так. Вот тут поплавать надо обязательно. И хорошо, что я взял с собой, в общем, всякие купальные принадлежности. Вот. Ладно, ребят, сейчас я выключусь с ним, договорюсь тут, где расположиться, и уже покажу вам окончательный вариант. Where you go supermarket 7-Eleven station close 9 p.m. Yes, Yeah. I know. Ага. This 7-Eleven. 2 kilo to 30 meters. Окей. Короче, говорит, что здесь 7-Eleven есть вот там, на другой стороне, получается. Dam Srinakharin close 6 p.m. Dam Srinakharin. Ага. It's mean today I have time. 6 километров. Короче, вот та дамба, которую я собрался завтра смотреть, он говорит, закрывается в 6. Сейчас 5, еще есть час. В принципе, я думал съездить, что-нибудь купить там покушать в 7-Eleven. Вот. Okay. Может быть, дают туда. Thank you so much. Ага. Вот, в общем, номер 18. Вот так она у меня располагается. Да, я выбрал что-нибудь такое, чтобы не в самой низине. Вполне вероятно, что будет дождь. Поэтому надо быть уверенным, что все будет хорошо. Вот такая вот хаки-палаточка. Да они все одинаковые, по сути. Тут вот это единственное, она немножко как-то на бок, видите, стоит под углом. Поэтому я выбрал уж поровнее внутри. Так, взял палатку. Ой, этот коврик взял, короче говоря, мягкий. Все тут чисто, аккуратно. Блин, красота, короче, бля, ребята. Это когда, как там говорят, искал
медь нашел золото. Вот это вот из этой серии. Это же все идеально. Все, вот у меня есть коврик. Вот я счастливый такой. Короче, класс. Все, не трачу много времени. Сейчас все, что у меня там на мотоцикле есть, в принципе, снимать смысла нету. Оставляю все на себе. Сюда, наверное, вот этот коврик сюда внутрь закину. И поеду тогда. Сначала прокачусь до дамбы. Потом заеду в 7-Eleven. И они в 8 тут закрывается вход в этот парк национальный. И все, и я уже, получается, до 8 должен успеть сюда вернуться. И буду спать. Все, кайф. Погнал. Очень круто, мне нравится. Короче, пошел я на плотину снимать. Мне охрана говорит, типа, нельзя. Ну, в целом, я подозревал, как бы, и я считаю, что все правильно. Это такой режимный объект, снимать там его в деталях, да, наверное, неправильно. Но он сказал, короче, вот иди вот по эту сторону, и с этой стороны все можешь снять. То есть все будет видно. С той стороны, с которой я хотел, там только, в общем, для автомобилей движение. А вот здесь я смотрю, уже народ фотографируется, кому что хочется. Бля, перепад огромный. Я вот смотрю. Сейчас я вам тоже покажу. Смотрите, вот с той стороны. Видите? Вода здесь находится, а с обратной стороны ее там нет. Ее там далеко нету. Представляешь? И полнейшая тишина. Полнейшая тишина. Вообще не слышно ничегошечки. Невероятно. Вообще какая-то мистика. Очень тихо. Вон там немножко гудит электричество. Ну слушайте, они, конечно, тут такую работу проделали. И с этой стороны. Чуть-чуть слышно что-то там, в общем, где-то работает, но довольно тихо. Вот люди работают, вот это место для работы. Чудесная природа. Вот эти вот тучи и туман, они такие низкие. Как будто начало какого-то хоррора. Блин, круто. Ну, круто в том плане, что красиво. Прямо спуск куда-то вон там на водичку. Да. Ну, не зря я приехал. Надо вот на фоне названия зафотаться. Надеюсь, там меня нормально видно. Поближе сделаю. Чуть-чуть. Причем у них название и здесь, и там. Специально. А, вон. Вот здесь уже видно. Вон там идут трубы, по которым вода на генераторы идет. Обалдеть. Срина Каринда дам называется. Вот. В общем, я здесь побывал. Решил я слишком долго не задерживаться на дамбе и отправился обратно к месту ночевки. По дороге нужно еще заехать в магазин, купить что-нибудь на вечер, а также отыскать ресторанчик местной еды или на худой конец придорожную лапшичную, чтобы немного подкрепиться. Зашел тут в душ.
Пиздец, просто монстры на реке. Тут сидит. Наверное, надо куда-то его спугнуть. Очень большой. И вот здесь еще одна. Короче, не нравится мне это. В общем, устроился я вот так. Тут у меня бутылка освещается. Поставил ее на телефон. Светит, в общем, телефон через бутылку. Вот, взял себе пару баночек пива. Ну и все, наслаждаюсь вот этой всей красотой. Не знаю, вам будет видно, нет. Лягу, наверное, сегодня пораньше поспать. Завтра в 8 утра они открываются, парк. И я с самого утра, думаю, пока народ спит, схожу на все эти водопады. Заодно покупаюсь. И уже отправлюсь в дорогу. Вот так. Всем спокойной ночи, в общем. До завтра.